3 кота. Кота! И одна кошечка. Мяу. Космическое путешествие. Однажды вечером разыгралась метель, и котята остались дома. Скукота! Может, поиграем во что-нибудь? А во что? Смотрите, снежинки похожи на звезды. Мы как будто летим в космосе. Точно! Будем играть в космическое путешествие! Давайте, будем летать среди звезд. Здорово! Миу, 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 миу. Но в космосе все должны парить в невесомости. Ха! А вот и невесомость! Я больше не могу бороться с силой земного притяжения. Фу. А мы построим космический корабль. Котята берут коробку от пряжи, чтобы сделать корпус корабля. Берут картонные палки, чтобы сделать крылья. Находят воронку, венчик и бублики. Прикрепляют все это к коробке, и вот космический корабль готов к старту. Говорит капитан корабля. Приготовиться к полету. Говорит штурман, к полету готовы. Говорит бортмеханик. Включаю двигатель. Полетели! Прямо по курсу шерстяные кометы. Ай, 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 ай. Пришельцы! Мама! Папа! Мы приняли вас за пришельцев из космоса. Что это вы тут устроили? У нас космическое путешествие. Скорее, космический беспорядок. Займитесь-ка уборкой, ведь вам скоро в кровать. А космическое путешествие? Мы не можем жить без космоса. Да! Внимание! Говорит Центр управления полетами. Команде звездолета «Три кота» дается задание убрать весь космический мусор и спасти нашу цивилизацию от загрязнения. Как поняли? Прием! Вас поняли! Убираем космический мусор. Ура! Что будем делать с шерстяными кометами? Отправим их на планету Комод. Кухонные астероиды. Разложим их по полочкам, то есть по орбитам. Книжные метеориты. Ого, как их раскидало. Их место в галактике — книжный шкаф. А этот космический мусор надо отправить в черную дыру мусорного пакета. О, сколько накопилось! Я знаю, что надо делать. Мы выйдем в открытый космос. В космосе зима. Не забудьте скафандры. Мы избавили нашу вселенную от мусора. Это что, пришельцы из космоса? Нет, папа, это мы. Космическая уборка выполнена. Молодцы! Готовьтесь ко сну, а я приду и поведаю вам истории про космос. И про далекие звезды. Здорово! Миу, 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 миу. Папа и мама сделали звездное небо, используя фонарик и дуршлаг. А котята слушали папины истории и готовились увидеть космические сны. Ремонт. Как-то раз мама с папой принесли рулоны обоев и ведра с краской. Мама, папа, А зачем вам все эти вещи? Мы с папой решили сделать ремонт на чердаке, чтобы там стало красиво и уютно. На чердаке у нас появится новая большая комната? Здорово! Миу, 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 миу.
Там можно будет устраивать турнир по шахматам. Или танцы. И можно будет играть в разные игры. Побежали посмотрим, как там новая комната. О, тут все по-прежнему. Коржик, мы же только начали. Сперва надо все продумать и подготовить. Предлагаю сразу принести из подвала все необходимое, чтобы не спускаться туда каждый раз. Отличная идея, Котя. Котятки, будете спускаться осторожнее на ступеньках. Не скоро у нас будет новая комната. А давайте поможем маме с папой и поклеим обои. Они вернутся, а мы уже все сделали. Давайте, это не так уж сложно. Ой! Ну ты даешь. Давай помогу выбраться. Отлично, он больше не скручивается. Можно его клеить на стену. Ой, я тут разбрызгал немного клея, и, видимо, обои прилипли. Сейчас я это приклею. Ой! С этими клейкими штуками одни проблемы. Ой, Давайте тогда просто покрасим стены. давайте, с этим мы точно справимся. Я! Ой! Ой! Что здесь произошло? Мама, папа, простите. Мы просто хотели поскорее закончить ремонт. Потому что решили вам помочь. И кажется, у нас не получилось. Спасибо за помощь, котятки. Но ремонт только кажется простым делом. А на самом деле это не просто даже для взрослого. Уж мы-то с мамой знаем. Не первый раз делаем ремонт. Я знаю, что надо делать. Вы будете учить нас делать ремонт. А мы будем вам помогать. Хорошо, Карамелька. Но для начала вам самим нужен ремонт. Ну-ка, бегом все в ванную. После ванной котята вместе с родителями принялись за дело. Готово. А я думал, мы будем делать этот ремонт целую вечность. Спасибо нашим ученикам. Благодаря вашей помощи у нас все получилось быстрее. Здорово! Миу, 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 миу. Но мне все кажется, что чего-то не хватает. Ха, чего, кисуля? Ой, Папа испачкал обои. Ну вот. Вот чего тут не хватает. Узора из кошачьих лапок. Вот так котята помогли родителям с ремонтом и превратили чердак в уютную комнату для всей семьи. Мама заболела. Однажды мама простудилась и осталась в постели. завтракайте, котятки. О, а я отнесу маме кашу и мед с лимоном. Бедная мама, болеть так неприятно. Ага, надеюсь, она быстро поправится. А давайте поможем ей. Сделаем для нее что-то хорошее. Точно! Хорошее настроение прогонит болезнь. Здорово! Миу, 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 миу. Дедушка говорит, что смех лучшее лекарство. Тогда устроим маме представление клоунов. Мама посмеется и сразу поправится.
Грелка к ногам, кисуля. И съешь ложечку меда с лимоном. Спасибо, Котя. Сейчас мы покажем самое смешное представление. С лечебным эффектом. Эй! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ой. Кажется, маме не смешно. Котятки, поиграйте в своей комнате, пожалуйста. К маме сейчас заходить нельзя, а то вы можете заразиться. Как же нам помочь маме, если к ней нельзя заходить? Можно устроить концерт на улице. Давайте! Я слышал, музыка тоже лечит. Дождь закончился, и котята готовы устроить концерт на улице. Раз, два, три, начали! Ой, Котя, что там за шум? Котятки, пожалуйста, репетируйте в другом месте. Маме нужна тишина и покой. Как же нам порадовать маму, если ее нельзя беспокоить? Можно, пока мама отдыхает, испечь ей торт. Но мы же не умеем печь торты. Я видел, как папа это делает. Нам понадобятся яйца И мука. Ой! Котятки, что за грохот? Ого! Мы просто хотели испечь торт для мамы. Чтобы она поскорее поправилась. Спасибо за заботу, мои хорошие. Но вам нужно просто подождать, когда мама выздоровеет, а я сделаю для нее все необходимое. Жалко, что погоду не смогу сделать солнечной. Ага, солнышко порадовало бы маму. Я знаю, что надо делать. Смотри, Котя, вышло солнышко. Какое прекрасное солнышко сделали наши котятки. Это так поднимает настроение, я даже почувствовала себя лучше. Вскоре мама стала поправляться, и котятам разрешили ее навестить. Мама! Как ты себя чувствуешь? Гораздо лучше. Вы меня очень приободрили, и отдых в тишине очень помог. Спасибо за вашу заботу. Здорово! Миу-миу-миу-миу. О, Котя, быстро ложись в постель. Теперь моя очередь за тобой ухаживать. А мы нарисуем папе радугу. Вот так котята поняли, что внимание и забота – лучшие средства против любой простуды. Аттракционы. Однажды в город приехал передвижной парк аттракционов. Мы поедем на аттракционы. Это будет лучший день в нашей жизни. Надо успеть на все аттракционы. Жаль, что их привезли только на выходные. Не волнуйтесь, мы все отлично проведем время. Да, будем фотографироваться на память после каждого аттракциона. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Ого! Коржик хочет покататься на кошачьих горках с крутыми виражами. Извините, но этот аттракцион только для взрослых. Котята для него слишком малы. А давайте залезем друг на друга. Будет казаться, что мы взрослый кот. Но это не скроет вашего возраста. Можно сделать из сахарной ваты усы и бороды. Тогда мы точно будем казаться старше. Тут дело не в возрасте, а в росте. Вас просто не смогут пристегнуть к сиденьям. А
небезопасно. А давайте сходим в комнату смеха с кривыми зеркалами. Они нас развеселят. Счастливые мордочки на память. Это было совсем не смешно. У меня там то хвост был короткий, то уши длинные, и вся я какая-то кривая. Ну да. Но тут есть и другие аттракционы. Вот, давайте покачаемся на уточках. Фу, нет, пошли в замок ужасов. А там не слишком страшно. Да нет, там круто. Да? Ну ладно. А я тогда на уточек. Катайтесь, котятки. Мы подождем вас здесь. Чтобы сделать фото с довольными мордочками. Паук сделан из пластмассы. А змея из резины. Ой! Ай! Ой! Улыбочку. Что-то счастливое фото пока не выходит. Мне было страшно, а мне было скучно. И там все не настоящее. Смотрите, вон еще аттракционы. Ну вот, у меня сел телефон. Уважаемые посетители, наш парк скоро закрывается. А у нас так и нет фото, где все довольные. И завтра аттракционы уедут. Я знаю, что надо делать. Найдем аттракцион, который точно понравится всем, пусть даже и без фото. Мама, папа и котята решают прокатиться на колесе обозрения. Вот это высота! Даже немного страшно, но очень круто! И так красиво вокруг. Ха-ха, Коржик похож на дедушку. Теперь его пропустят на аттракцион для взрослых. Ой, нас, кажется, сфотографировали. Смотрите, у нас получилась фотография на память. И мы все тут наконец-то радостные. Только вот папа моргнул. Ну вот, я испортил фото. Но мы успеваем еще раз прокатиться и опять сфотографироваться. Ура! Миу, 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 миу. Колесо обозрения оказалось лучшим аттракционом для всей семьи. А благодаря фотографии котята будут вспоминать, как в этот день все были счастливы. Новый год. Однажды Коржик, Карамелька, Компот, мама и папа готовились встречать Новый год. Котятки, сегодня вы можете не ложиться спать в 9 вечера, а дождаться полуночи. И впервые в жизни встретить со взрослыми Новый год. Ура! Миу, 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 миу. Не ложиться в 9 спать, не ложиться в 9 спать. Новый год наступит, когда эти стрелки будут вот тут. Надо только немножко подождать. Прошло 5 минут. Ну долго еще ждать, что-то мне скучно. Чтобы не скучать, можно помочь маме. Мама, можно тебе помочь? Спасибо, мои хорошие, но я и сама справляюсь. Тогда поможем папе. Папа, тебе помочь? Спасибо, котятки, но я буду готовить на улице фейерверк. А это занятие для взрослых. Тогда давайте смотреть телевизор. С ним время пролетит незаметно. О, наш сериал про пиратов. Класс! Но тут часы пробили 9. Ой, мы чуть не заснули. Это из-за телека. Да нет, просто мы привыкли засыпать в 9 вечера. Но я не хочу проспать Новый год. А давайте поставим на голову ведерки с водой. Чтобы их не уронить, мы точно не уснем. А если вдруг уроним? Ай. А
А мокрыми нельзя встречать Новый год. Ведь как его встретишь, так потом весь год и проведешь. Тогда можно выйти на улицу. На морозе нам спать не захочется. А вдруг мы так замерзнем, что не отогреемся до Нового года? Я знаю, что надо делать. Давайте будем упаковывать подарки, которые мы приготовили друзьям. И тогда мы точно не заснем. Упаковывать новогодние подарки – очень интересное занятие, но и довольно утомительное. Коржик, карамелька, компот. Пора готовиться. Ах, вы мои новогодние подарочки. Давай уж не будем их будить. Эх, жалко. Ну ничего, следующий Новый год уж точно вместе отпразднуем. Оказывается, Карамелька завела будильник, чтобы не проспать Новый год. Доброе утро. Ой, мы что, проспали Новый год? До Нового года еще осталось полчаса. А я уже отлично выспался. 8, 9, 10, 11, 12. С Новым годом! С Новым годом! Миу, 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 миу. Котят пришли поздравить их друзья. С Новым годом! Котята обмениваются подарками. А еще папа обещал устроить салют. В новогоднюю ночь котята дарили друг другу подарки. Любовались фейерверком, веселились, и им совсем не хотелось спать. Выставка динозавров. Однажды Компот увидел на обложке журнала рекламу выставки динозавров. Ой, смотрите, у нас в городе проходит выставка динозавров. Я так их люблю. Давайте сходим. Я бы тоже посмотрел на этих чудищ. И я тоже. Это будет так здорово! Миу, 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 миу. Мне очень жаль, котятки, но это журнал за прошлую неделю, и выставка динозавров уже закрылась. О. Но если выставку будут проводить снова, то мы обязательно на нее сходим. Компот очень расстроился из-за выставки динозавров. И Коржик с Карамелькой решили его отвлечь. Эй, Компот, давай поиграем в строителей. Этот кран похож на бронтозавра. Жаль, что я не увижу его на выставке. Компот, давай запускать самолетики. Самолетик. Он напоминает мне птеродактиля. Компот, пойдем на улицу играть с друзьями в футбол. Мяч так похож на яйцо динозавра. Ай, идите без меня. Эй, идите сюда. На детской площадке котята о чем-то договорились. Коржик и Карамелька пошли домой, а их друзья отправились готовить сюрприз для Компота. После обеда Компот снова собрался почитать книгу про динозавров. А знаешь, Компот, лучше всего читать книжки на свежем воздухе. Мне и дома хорошо. Эй, подождите! Отдайте! Компот, мы приглашаем тебя на выставку динозавров, которых мы сделали сами. Сюрприз! Вообще-то динозавры не были такими разноцветными, и шариков у них не было. Бантики они тоже не носили.
и глаза у них не светились. А это не динозавр, а какой-то бумажный дракон. Динозавры, драконы, какая разница? Между прочим, все для тебя старались. Ах, спасибо, что хотели меня порадовать. Но у вас вышли сказочные чудища, а не динозавры. Мы просто хотели сделать их поинтереснее. Но динозавры и так интересны. У одних были очень длинные шеи, у других огромные челюсти, у третьих рога или гребни. И мне нравятся динозавры, потому что они жили не в сказках, а на самом деле. Да, надо было побольше узнать про все это перед тем, как делать выставку. Я знаю, что надо делать. Мы сделаем еще одну выставку динозавров. Точно! А компот нам в этом поможет. Из проволоки и бумаги под руководством Компота котята сделали новых динозавров. И теперь они выглядят почти как настоящие. Наша выставка динозавров открыта! Здорово! Миу, 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 миу. Вот это да! Как живые! Итак, это стегозавр, это птеродактиль, это тираннозавр, а это бронтозавр. А вот такие динозавры разве тоже существовали? Нет, таких не было. Это особый вид. Динозавры фантастические. А вот этот с бантиками, наверное, называется бантозавр. Вот так Компот все-таки попал на выставку динозавров. А другие котята смогли получше узнать этих древних ящеров. Фестиваль воздушных шаров. Однажды папа повез котят на фестиваль воздушных шаров. Какие тут красивые картинки. И все так понятно написано. Да, теперь мы знаем о воздушных шарах все. Книжка — это хорошо, но в жизни все еще лучше. Ого! Привет, дружище! О, привет! Давно не виделись! Котятки, это мой старый друг, дядя Боба. Здравствуйте! Привет, котятки! Как я и обещал, я сделал для вас шар особой формы. Воздушный шар в виде папы? Здорово! Миу, 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 миу. Вот спасибо! Такого я не ожидал. Я решил всем напомнить, что ты был отличным пилотом. Помнишь наш первый полет? О, такое не забывается! У нас был шар почти как вон тот. Точно! Были же времена. Да, времена были что надо. Я знаю, что отсюда будет идти огонь. Он наполнит шар теплым воздухом, и от этого шар взлетит. Не трогай, надо дождаться папу. Да мы и без папы все знаем по книжке. Только вот этот рычаг не помню для чего. Ой! О, шар взлетел! Что ты наделал, Коржик? Остановите его, а то мы улетим в космос. Мы, наверное, уже высоко. Надо посмотреть. Стой, а то вдруг корзина от этого перевернется. Компот, ты же читал книгу. Попробуй спустить шар. А вдруг я что-то не то сделаю? Мы что, так будем летать до старости? Да. Наверняка нас спасут. Может, вертолетом? Или к нам сюда залезут альпинисты. А может, проткнуть шар?
Он будет сдуваться, и мы приземлимся. А вдруг мы приземлимся где-то совсем далеко? Коржик, компот, карамелька! Котятки, как вы там оказались? Сейчас мы спустим вас вниз. Папа! Мы думали, что улетели высоко и далеко. Даже боялись выглянуть из корзины. Хорошо, что шар был привязан. Но вы не должны были ничего трогать, котятки. Мы думали, что уже все знаем про воздушные шары из книжки. Но в жизни все оказалось сложнее. Я знаю, что надо делать. Шаром должен управлять тот, кто раньше это уже делал. Правильно, карамелька. Например, я. А ты точно знаешь, как им управлять? Конечно! Ваш папа знает все про воздушные шары. И не только по книжкам, но и из собственного опыта. Ого! Здорово! Миу, 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 миу. Хе-хе! Вот так котята узнали, что картинки из книжки не заменят практических знаний. А во всех незнакомых ситуациях лучше, чтобы рядом были взрослые. Робокот Компота. Однажды Компот накопил достаточно карманных денег, чтобы купить себе робота. Привет! Я давно о нем мечтал и копил деньги все лето. Даже от мороженого отказывался. Молодец, Компот! Теперь мы сможем с ним играть. Здорово! Миу, миу! Вообще-то нет. Робокот очень хрупкий. Вы можете его сломать. Компот опасается, что другие котята могут сломать его робота. О, привет! И поэтому никому не разрешает его трогать. Давай! Интересно, а что ты еще умеешь делать? Ошибка! Ошибка! Надо посмотреть в инструкции. Ой, кажется, она дома осталась. Внимание! Я сейчас сбегаю домой и вернусь. Пообещайте, пожалуйста, не трогать моего робокота. Ладно, обещаем. Обещаем. Спасибо. Эй, брысь! Привет! Смотрите, робокот Компота уезжает. Надо его остановить. Нет, мы обещали Компоту не трогать робокота. Да, а то вдруг мы его сломаем. Можно положить что-то на пути робота, чтобы он остановился. Хотя вдруг он из-за этого тоже сломается. Лучше пусть катится дальше. А где мой робокот? Уехал. Как это? А почему вы его не остановили? Потому что мы дали тебе обещание не трогать его. Компот сожалеет, что попросил котят не трогать робота. Ведь теперь он даже не знает, где его искать. Не расстраивайся, Компот. У тебя еще будут роботы. Такого никогда не будет. Я знаю, что надо делать. Мы вместе поищем твоего робота. Да! Смотрите, следы. Это следы от колес робокота.
Мой робот! Надо скорее его вытаскивать! Он увяз. Я помогу тебе его тянуть, а мы будем толкать сзади. А я положу перед ним сухие ветки, чтобы колеса не буксовали. Ура! Теперь ты можешь снова играть со своим роботом. Спасибо, но вы тоже можете с ним играть. И ты не боишься, что мы его сломаем? Теперь я знаю, с вами Робокот будет в безопасности. Конечно, мы все будем за ним следить. И Робокот не сломается. Привет. Так. Ой. Не бойтесь, он не сломался. Это у него такая игра. Надо ловить шарики и бросать их обратно роботу. Игра рассчитана на нескольких игроков. Чем больше участников, тем веселее. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вот так Компот понял, что другие котята относятся к роботу так же бережно, как и он. И играть всем вместе гораздо веселее. Ссора. Однажды папа и мама принесли котятам настольную игру. Вот, котятки. Эта игра рассчитана на нескольких игроков, так что вам будет не скучно. У нас с мамой есть кое-какие дела, а вы можете пока поиграть втроем. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Чур, я первый хожу. Ты всегда хочешь быть первым. Теперь моя очередь. Нет, моя. Я тоже хочу быть первой. Кто быстрее, тот и первый. Ха! Я первый. Эй! Котята не желают уступать друг другу. Эй! Юху! Теперь ваша очередь бросать. Не хочу. Я вообще с вами больше не играю. Я тоже. Ах так? Ну тогда и я с вами не играю. Буду играть со своим мячиком. Котята думают, что друг без друга им будет гораздо лучше. Зато я смогу больше заниматься нарядами для кукол. Я придумаю коллекцию одежды, и на модных показах она всех покорит. А я стану великим модельером. Теперь я смогу полностью посвятить себя науке, изучению растений и грибов. Я отправлюсь в экспедицию и сделаю величайшее открытие. Теперь я смогу больше тренироваться и стану капитаном футбольной команды. Я выиграю чемпионат мира и получу кубок победителя. Ого! Но вдруг котята почувствовали, что им чего-то не хватает. Эх, если бы Коржик и Компот это видели. Да, Коржик и Карамелька за меня бы порадовались. Праздновать победу всем вместе было бы так здорово. Миу-миу. 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 Ты чего? Я просто зашла посмотреть на игру. О, ну как тут дела без меня? Все хорошо, мне очень весело. А мне веселее всех. Котят пришел проведать их друг Нудик. Кто там? Это Нудик. Привет, Нудик! Привет. Нудик, поиграй со мной. Нет, поиграй со мной. Со мной ему будет интереснее. А может, все вместе поиграем? А мы больше не играем друг с другом. Потому что кто-то вечно хочет быть первым, а кто-то вечно обижается. В общем, мы в ссоре. У меня вот нет братьев и сестер. Думаю, я с вами поиграю, а вы тут ссоритесь. Нудик, не уходи! Давай играть вместе. Я дам тебе сделать первый ход.
И я с вами. Мне надоело сидеть одному. И мне. Я знаю, что надо делать. Нужно перестать ссориться и просто начать играть. О, игра в самом разгаре. Принимайте новых игроков, котятки. Мы с папой с радостью составим вам компанию. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что совсем не важно, кто в настольной игре сделает первый ход. Самое главное, чтобы твои близкие всегда были рядом. Папин телефон. Однажды папа подготовил презентацию для нового кафе. Таким образом, кафе «Сласти-мордасти» гарантирует нам высокую рентабельность и окупаемость. Отлично, Котя. Я уверена, что совет кондитеров все одобрит. Здорово! Миу, 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 миу. Ну и хорошо. Так, вся презентация скопирована сюда. Папа собирается показать презентацию с помощью своего ноутбука. Пока! Совету кондитеров точно понравится папина презентация. О, надо позвонить и предупредить, что я опоздаю. Ой, а где мой телефон? Мама работает над новой коллекцией одежды. Мама! Папа забыл свой телефон. А ему дедушка звонит. Алло. Привет. Добрый день. А Котя уехал и забыл телефон дома. Понятно. Ну, я тогда вечером перезвоню. Пока. До свидания. Котятки, положите мобильный папе на стол. Наверное, он за ним вернется. Мама! Тут кто-то неизвестный звонит. Слушаю. Здравствуйте, это клиника полосатого стоматолога? Нет, вы ошиблись номером. Всего доброго. Так, я сейчас отключу звук, а вы его больше не приносите. Папа потом сам посмотрит, кто ему звонил. Похоже, папе звонят с работы. Слушаю. Алло, совет кондитеров в полном составе. Мы ждем только вас. Алло, вы меня слышите? Здравствуйте, это Карамелька. А тут еще Коржик и Компот. Наш папа уехал, а телефон забыл дома. Ясно. Похоже, придется отменить презентацию. Нет, папа так долго готовился. И репетировал выступление. Мне жаль, но нам нужно увидеть презентацию прямо сейчас. Я знаю, что надо делать. Мы сами покажем папину презентацию. Котята включают на телефоне видеосвязь. Как нас видно? Можно начинать презентацию? Ай, ну попробуйте. Итак, Ой. папино кафе будет небольшое, но уютное, в желто-оранжевых тонах. Там будут блюдца с кошачьими лапками и чашки с кошачьими лапками. Еще будут круглые столы, а в витринах будут лежать всякие сладости. Еще там будут разные ягоды, которые можно добавлять в пирожные. У официантов будет красивая форма, а на голове шапочки в виде пирожных. А еще там будет... Таким образом, наше кафе будет отличным местом для семейного отдыха. Ого! Простите за опоздание. Пробки, а я забыл дома телефон. Привет. Папа! Ваши котята только что показали презентацию. Это великолепно. Правда? Вот молодцы. Мы одобряем открытие вашего кафе. Кстати, как оно будет называться? Знаете, я думаю назвать кафе «Три кота». Ура! Миу, 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 миу.
Вот так, благодаря находчивости котят, в городе скоро откроется новое семейное кафе. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу!